Всем привет! Сегодня я хочу рассказать, поделиться впечатлениями и по большей части, главным образом, показать, как проходило одно очень интересное мероприятие. Оно называется Ангор Ультра Трейл, совершенно разные дистанции. Я выбрала дистанцию 16 километров, которая потом трансформировалась в 18 километров, не помню по каким причинам, в общем, на месте это только стало известно. И выбрала я такую небольшую дистанцию только потому, что я нахожусь на подготовке к соревнованиям по фитнес-бикини. Соответственно, энергию и силы нужно было поберечь, но и, в общем-то, не готовилась я к этому забегу, но, как оказалось, совершенно и не зря. Почему? Потому что главное вот конкретно в этом забеге это просто, это не результат, это те эмоции, впечатления, это то, что я увидела, просто нереально. Петушиные бои, это местное население, это аутентичность, это деревни, это настоящие поселения, через которые ты бежишь, проходишь, останавливаешься, ты не можешь просто не останавливаться. Это поля камбоджийские с коровками, с быками. Настолько все это как-то по-особенному. Вы увидите от начала регистрации и до финишной прямой весь мой путь. И это видео получилось достаточно объемным, но зато каким подробным. Уж очень мне хотелось показать вам всю эту прелесть именно с места событий. Так что приятного просмотра! Итак, вот они списки на Temple Run, 16 километров. Сколько людей побежит? И находим, вот она я, Орлова Елена. Это будет 16 километров, дистанция вообще красота. И немного, но и не сильно мало. Все хорошо. Пошла регистрироваться. Вот еще есть дистанция, это все списки 32 километра. Это у нас 64 километра, сколько человек, сколько желающих. Каждый себя ищет в списке 8 километров. Еще есть прогулки, пешие маршруты. Но 16 километров это вообще такой внушительный список. Очень много людей. 100 километров, 42 километра. В общем, я подхожу к своей очереди. Вот 16 километров. Скажу свой номерок из таблички и получу все необходимое. Вот ищут мой номерок. У меня будет 10-15. Ага, вот он. Yes. Так, здесь я должна заполнить кое-что. В ультратрейле принимаю участие 16 километров и 3 3rd of February. И Okay. just a moment. Ага. Thank you. Thank you so much. Merci beaucoup. Это вот такой маршрут. Кто-то будет бежать, плыть, ползти 100 километров ультратрейл. Очень много разных дистанций. Но поскольку я должна поберечь силы, это все-таки будет вот 16 километров. Моя дистанция. Я надеюсь, что у меня хватит сил. По крайней мере, я планирую остаться в живых. И добежать до финиша, конечно. Мероприятие называется Ультра Трейл Ангор. Регистрация проходила вот в таком симпатичном отельчике.
Ну что ж, я получила уже этот заветный пакет, кулек, мешок со всем необходимым. Там футболочка, мой номерок, что-то еще интересненькое. Вот, в общем, в предвкушении завтра все это состоится. С самого утра нужно загрузиться углеводами. Это очень приятно. Ну и, собственно говоря, что хорошо выспаться, поесть хорошо. Вот, пока возвращалась с регистрации на марафон, проходила мимо такого замечательного места. Сейчас я вам покажу. Очень классное такое красивое местечко. Находится почти в центре города. Я живу в Сием-Рипе. Это город, где, собственно говоря, достояние ЮНЕСКО, храмовый комплекс Ангкор-Ват. Вот, очень красивый, он маленький, уютный, и вот как раз-таки в центре города находится вот это замечательное место. Пагода или погода, по-разному я слышала произношение, может быть, я путаю с английским, да, произношением. Вот, и так, тут прекрасно, очень маленькое, уютное местечко. И вот можно здесь прогуляться, посмотреть. Чисто, зелено, уютно. Вот тут какие-то, значит, исторические моменты. Вот нужно уточнить, сколько времени я здесь, а до сих пор не знаю об истории. Вот, к примеру, вот этого произведения искусства. Немножечко устрашающего, но тем не менее. Сейчас я вам покажу, без меня уже. I can't do nothing with you.
Кисулечка, посмотри на меня. Посмотри на меня. Киса, 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 киса. Уже беременная ходит. Я ее видела, еще не беремышем. Ну ты посмотри, какие красивые глаза. А она тут живет. Да? Будут котятки скоро. Какие глазища, вы только посмотрите. Киса. Это на самом деле одна из немногих кошек здесь, которую можно увидеть вот в таком приличном состоянии. Я имею в виду, что она и чистенькая, и такая глазастенькая. Будешь загорать? Да? Да, кисулечка? Кис-кис-кис-киса, киса-кисуня. Мурлыся. Мур-мур-мяу. Тебя я обмурмял. Вот такое уютное маленькое местечко. Красота. Мне нравится, мне нравится. Выхожу. А какие мелодии? Как эта группа называется? Вот так вот вернулась я в прошлое и осознала сразу же, сколько мне годиков, вспомнила о возрасте. Но это было очень популярно, получается, в 90-х годах, да. Все подпевали. Симпатично тут, уютно, конечно. А потом я еще что-нибудь покажу интересное, интересные места. Несмотря на то, что город маленький, но он такой зеленый, чистый, уютный, теплый. И очень много вариантов посмотреть что-то интересное и провести время активно или пассивно, но интересно, или гиперактивно. В общем, единственное, конечно, азиатское движение вот тут такое, что мало кто хочет тебя пропускать, особенно если ты идешь по пешеходному переходу. Hello! How are you? Сок сабай? Сай сабок? Сай сабок макаплу? Очень позитивный мужчина. Очень позитивный. Каждое утро он со мной здоровается. Прям вообще. Супер. Итак, что же у нас в этом мешочке? Это вся информация, кстати говоря. Карты, маршруты. Ну, реклама, соответственно, да? Ну, красота, красота ведь какая. Это, получается, пас. Это мой номер 1015. По-моему, неплохо, да? Ну и вот такая вот футболочка. Красный у меня еще такой не было с марафона. В основном белые раздают. Ультра трейл Анкор. Даже вот с датой. Бегу я, скорее всего, конечно, не в этой футболочке, а в своей одежде. Всем привет! Я уже еду в Пассате, в тук-туке, как лягушонка в коробчонке. Что я могу сказать? Немножечко не доспала, может быть, еще не проснулась, но уже в скором времени я думаю, что я взбодрюсь. Наготове, полная готовность, мой пакетик собранный. Ну и вот, в общем, настроение хорошее, но немножечко сонное, конечно. Но, в общем-то, я не сильно переживаю, потому что дистанция такая не особо и большая. И я думаю, что я пробегу бодрячком.
О, здесь летучие мыши. Здесь очень много летучих мышей, я помню. Ну что ж, я уже приехала. Километров. Пойду посижу, s'il vous plaît, merci beaucoup. В общем, уже шаттл отправляется на 32 32 километров runners, les coureurs du 32 километров. 32 километров qui attendent depuis très longtemps. Я еще не бегала, а уже успела разлохматиться. Тут очень мило. Что я хочу сказать о первых впечатлениях? Я уже участвовала в забегах, тоже на территории Ангкор-Вата. Это было, значит, десяточку пробегала. Полумарафон 21 километр. Сейчас в связи с подготовкой, получается, выбрала 16 километров, чтобы сберечь свои силушки дамские. На таком мероприятии я впервые, то есть, как я уже сказала ранее, организовывают Или не сказала. французы. И очень милая обстановка. На английском вещает, на французском. Очень романтично как-то. И, соответственно, очень много, кстати говоря, бегающих французиков. Вот. Пошла я в дамскую комнату. Чтобы не попасть в неловкую ситуацию на пути, в процессе. Прекрасно. Вот я вроде бы как-то вообще не доспала. А вроде как-то так мне хорошо. Я иду и думаю, надо же размяться. Ну, некоторые, я в том числе, пренебрегаю разминкой. То есть, когда я просто совершала некоторые пробежки с утра, выходя из дома, я не делала разминку. Хотя это важно, потому что я бежала же как сумасшедшая. Могла, в зависимости от настроения, конечно. И почему пренебрегают разминочками? Как вы думаете? Потому что считают, что это несерьезно. Ладно, пробегу. Или ну ладно, у меня не такая и большая дистанция, между прочим, да? Но я иногда так думаю, по крайней мере. Но это важно, потому что травму получить достаточно легко. И вот хоть мне немножечко так лениво или не хочется, я бы, ну вот побежать, да, я побежала бы сейчас на адреналине, так на эмоциях. А вот разминку делать, ну что-то мне лениво. Классно, народу много. Люди танцуют. У-ху! Французские женщины танцуют. Это кхмерский, значит, какой-то ремикс. Мы слышим Black Eyed Peas и кхмерскую микс. Пати. Пати хард с утра. Only at home, because It's okay. Drink, sing song. if drink, Yeah, everything. if I drink beer, yes, I can sing Yeah, song. I sing a lot. Yes. Hello. Это же сердечко, я перепутала Oh, very пальцы. Да. nice camera. Do you think so? Окончерам. Bye-bye. В общем, все собираются в этом месте,
разные дистанции, разное время. И вот автобус забирает всех, кто дистанции. Что я зависаю? Хочется кофейку дерябнуть. Toujours, пойду по séjour, s'il vous plaît, merci beaucoup. Je m'appelle Joséphine. Очень романтично, очень. Тут меня, значит, приняли за француженку. Хорошо? Нехорошо? Не знаю, нормально? Но по такую музыку, я думаю, тут можно даже танцевальную разминку делать. Такие ритмы интересные. И что-то такое экзотическое в этом. И веяние современности в том числе в ремиксах. Разогревчик, разогревчик. Штанишки сваливаются. Главное, чтобы на дистанции конфуза не вышло. Разминочка у меня такая любительская, да? Любительская разминочка. Некоторые берут с собой бальзам, чтобы натереть суставчики, коленочки, да? Я думала об этом, но забыла. Присесть, что ли? Поприседать. Ну что я хочу сказать. Вы знаете, я побегу, стараюсь быстро бежать и, возможно, даже наполовину взлететь. Почему наполовину? А хотя, не, у меня есть крылья. I believe I can fly. Да. Так, ну что ж, по-быстрому я размялась так. Главное для меня что? Главное, это коленки разогреть на самом деле. Потому что иногда бывает такое, что я чувствую хруст. Не чувствую, а слышу. а чувствую иногда боль. Вот, ну она такая уж не совсем. Но тем не менее, это важно. Хотя бы коленочки разогреть. Вот. Сейчас он говорит про воду, но я хочу сказать, что вот он даже на французском про туалет говорит очень романтично. Прямо-таки вот звучит как комплимент. А человек вроде бы, в общем-то, вещает про локацию туалета. Ну что ж, увидимся на дистанции. Ой, я что-то пропустил. Там начался брифинг. So the running, you run with sand, batteries, there are many routes. Bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, si vous voulez vous approcher tranquillement de l'arche et de la main. А вот, собственно говоря, мы и подъехали к линии старта. Красота, атмосфера просто прекрасная.
Вот там вот линия старта. Вот там. В общем, у нас еще есть полчасика времени до старта. Кто чем занимается, кто фотографируется, кто разминается, кто и разминается, и фотографируется. Прекрасная погода. Единственное, что, конечно, я задумалась о том, что 8:30 это немножечко как-то вот для меня поздновато на самом деле по времени, потому что как раз-таки начинается жара, и вот, ну, как раз с 8:30, с 9 уже достаточно тяжело бегать, потому что жарко. Но посмотрим. Припотею, но ничего страшного. Вот. А как листья падают, не знаю, это будет видно тут или нет. Листопад. Не знаю, видно или нет, но очень красиво. Это очень красиво. Атмосфера такая, все улыбаются. Какая-то такая дружеская обстановка. Ну и эстетика кругом. Красота, красота. А вот как приветствуют бегунов других дистанций. У-ху! Вот это да, только я не знаю, какая это дистанция. Вот человек пробежал с номерком. Может быть 62, а может быть и 100. Ну все уже, люди побежали. Кто идет, кто бежит, наверное, я уже побегу. Я тут заслушалась испанской речью. Просто сказка. Да вообще все, что происходит, сказка. Ну что, я уже почти бегу, ускоряюсь так, постепенно я ускоряюсь. Я побежала в светлое будущее. Так, только я сказала, что я побежала, и тут образовалась пробка. На самом деле по такому маршруту я бегу впервые. Тут мне сообщили, француженка, женщина Ингрид, она сообщила мне, что дистанцию поменяли на 18 километров. Так интересно, почему-то решили поменять и сделать ее немножечко на пару километров длиннее. Ну, ничего страшного. Вон коровки в поле. Вот это экзотика, вот это я понимаю. Поле, камбоджийское поле. Перепутала. Подумаешь, перепутала слово. Вот сейчас я могу исправить ошибку на другом человеке. Арон Создей.
Арон Суздей. Сок Сабай. Создей, Арун Создей, Сок Сабай. Акун Чиран, Акун Том Том. Это вообще, это я понимаю, экспириенс такой экзотический. И соточку люди пробегают. До сих пор бегут, кстати, с 4 утра они начали. И вот у них, по-моему, лимит, там что-то им дается сутки, что ли, чуть меньше суток на все про все. Вот, но к полуночи где-то. Ровно в полночь бегун может превратиться в тыкву. Так, меня уже тут по тропиночке по это обгоняют, а я до сих пор иду. Уже дистанция началась, сейчас скажу, сколько. Уже как 12 минут, а я все иду и иду. Слишком постепенное ускорение. О, бонжур! Так тут весело, даже ходить. О, so cute, so cute. Сок Сабай, Суздей, cutie boy. Hello. Суздей, Сок Сабай. Цай Сабок, Макаплу, да? Очень мило. Вот это да! Я даже наткнулась на петушиные бои. Вот это да! Но они друг друга уже подобщипали. Мне кажется, что они сражаются уже месяц без остановки, нон-стопом просто. Так, живет тут живность под домиком прямо. Суздей, Сок Сабай. Так интересно это все. Просто. Вот это да. Ну ты что? Но зато им не скучно. Бегают вот пободрее, чем я сегодня. Это точно. Зато покажу вам кхмерский быт. Вот типичный домик. Вот он на таких столбах. Я не помню, как они называются, но по понятной причине из-за сезона дождей все тут топит. В общем-то, очень интересно. Вот и детки сидят. Суздей! Не, я сегодня точно буду бегать меньше, чем ходить, потому что это просто невероятно. Я не ожидала такого. Суздей! Сок Сабай! Цай Сабок, Макаплу! Вон Мартинчик у них тут стоит. Я очень рада, что мой кхмерский заставляет людей улыбаться и хохотать. Они вообще любят посмеяться. Я тоже, между прочим. Вообще. Вот собачка какая. Сидит, важная. Вообще, на самом деле, я хочу сказать, что по жаре бегать сложновато. Ну и по таким камбоджийским разухабистым дорогам тоже. То есть я вот сейчас думаю, почему я прогулку просто не выбрала, а выбрала Temple Run. Красиво как. В общем, припотела я изрядно. Мини-отчет 6 километров. Пульс 148, надо же. Но это так, я до этого чуть-чуть ускорялась.
Я придумала тактику. Кукареку, кукареку. Придумала тактику. Как не придумала, но не ново. Сейчас можно чуть-чуть так то побежать, то погулять. А под конец я уже ускорюсь. И нормально. И нормалды, шагулды. Ну смотрите, как вот так вот бегать по таким тропкам. Ну это даже, я не знаю, у меня даже не просыпается никакого именно спортивного интереса. Кактусы? Что это? Вот это да! Вообще! Просто удивительно, это как другой мир. Я даже не знала, что на территории Ангор-Вата вот существует очень много поселений. Я слышала и читала об этом, что планируют выселять. Ну, за счет государства, конечно, все это дело делается. Вот тот, кто живет здесь, потому что много туристов, да и достояние ЮНЕСКО и прочее, и прочее. Такого я даже не представляла. Тут очень много людей живет, семей. И прямо вот, ну, скажу как есть, да. Вот и не только в таких хороших домах, да, но и в домике из говна и палок, например. И еще 7 по лавкам сидят. Даже не по лавкам, а по одной лавке. На одной лавке короткой, маленькой. Кто-то даже на земле, даже без банана. Да. Ну ладно, не буду философствовать, а буду наслаждаться моментом. Тут местами такое ощущение, как будто вроде бы и жара, а вроде и такой листопад. И вот эти сухие листья, как осень. Это вообще просто нереально. И сейчас на какую красоту я выхожу. Ну, это вообще, ребята, сегодня у меня просто эстетический шок в самом прекрасном смысле этого слова. Как вот выбегаешь, а тут тебе сооружение какое. Вот, знаете, даже если тот человек, который не любит бегать, но просто на прогулку с палками, без палок, с палками, просто прогулка по таким местам, это даже не просто, не просто какое-то классическое стандартное место, а это прям... Твою мать, красотища какая. Ладно, побегу я дальше. В общем, 6 километров уже, почти 6,5 позади. Ну и это, собственно говоря, 1/3 пути. Если информация была достоверной, что вот она стала из 16, трансформировалась в 18 километров. Вот, пожалуйста, пункты скорой помощи есть. Это прекрасно. Хочешь, шляпу купи. Вот, кстати говоря, голову напекает, но не побегу я в шляпке. Добегу и так. С учетом того, что я полубегу, полуиду. И бананы, и мандарины, и все на свете, и арбузики. Could I take, yes? Thank you so much, Акунчаран. Ну и вот, в общем-то, арбузик, арбуза я съем. Дима не знает, но Димка, пангасик мой, ничего такого нет в этом куске арбуза. Форму не нарушит. Тем более дистанцию продлили. Ну, еще я много тебе чего расскажу. Вот оно. Счастье. В моменте. Извините. Ну вот, и водичку раздаю тоже. Акунчаран.
Чирс. Димка, прости, но банан я тоже заточила. Оно заточу сейчас. Он очень маленький. Тем более у меня сегодня по расписанию 1 грамм углеводов. Углевод, падай прямо ко мне в рот. Веселая песня. Собственного сочинения, между прочим. Божественно. Ну и мандаринку я тоже заточу. Кто-то скажет, ну так несерьезно. Готовится к бикини-соревнованию и что? Ест фрукты. Ну да. С одной стороны, это несерьезно. Но с другой стороны, я не могу объяснить, найти объяснение. В общем, вкусно. Ну что, попробуй и поснимать, и побегать. Куда-то на узкую тропинку мы. Thank you, Акунчаран. На узкую тропинку в тенек вышли. Так я радуюсь тенечку, это вообще просто. Кубики прорезаются. И вижу малышей своих. Что я могу сказать? Отчет. Ну вот, можно официально называть меня черепашкой тортилой. Да, потому что 8 километров, а дистанция уже длится с начала старта 1 час 10 минут. То есть, в принципе, меньше, чем за час уже 10 километров. Десяточку-то можно было пробежать, а? Ну да ладно, тут с этими коровками в поле камбоджийском, да, с петушиными боями. В общем, грех не остановиться и не полюбоваться. Надо ловить момент. И вот просто очень сильно отличается вот это вот ощущение, когда я бежала на цель, на время, к быстрому старту, и потом на травушку, муравушку. Значит, hello, bonjour. Упала. Да и результат хороший для себя показала. А вот сейчас как-то останавливаюсь, иду и кайфую. Вот так иногда надо делать, кстати. Необходимо делать, необходимо останавливаться и чувствовать вот этот момент. Воздух, ветерочек, листья падают. И почему-то я вспомнила, кстати, по какой-то тропинке мы шли. Не было особой такой, знаете, экзотики. Ни пальм, ничего такого, да? Thank you. Вот, но вспомнилось мне почему-то Оленьи ручьи. Это Екатеринбург. А как там красиво осенью, сухой, теплой осенью. И если бы там проводили такие мероприятия, 100%, ну, все бы попадали, не только французики, любые национальности, просто попадали бы от эстетики, от восторга, от красоты. Go, go, let's go!
Классная атмосфера, дружеская, такая позитивная, и я никуда не тороплюсь. Вот меня только подгоняют. Вот такая раскайфованная бегунья бежит. Кто так бегает? Я сегодня. А Димка потом спросит, ну Зачем ты жрала тогда, раз ты не бежала? да, логичный вопрос. И у меня опять нет на это никакого объяснения. Так что я побежала. Тут такая тропиночка еще интересная пошла. Вот. Прям вообще перфекто. Перфекто. Thank you, Акунчаран. Окей. Люди уже интересуются моим здоровьем. Ой, ребята. Я вот сейчас бегу по таким тропинкам, где тенек. Вот они такие узкие. Тут периодически еще камни встречаются. И вы представляете, если в 4 утра люди начинали бежать, но это еще в 5:30 темновато, если честно. Как вот кроту тут не пробежать уже никакой ультратрейл в темноте. Но вот тут, конечно, ленточки вот такие специальные висят. И можно было бы, конечно, по ним, точнее, можно было определить дорогу. Вот. Все узкая тропинка. Тут уже люди идут на перегон, обгон, загон. Go, go! Yes! Все меня подгоняет один и тот же человек. Какой заботливый заботушка. А? Все, придется, значит, второй раз, значит, бегу.
Ну что ж, с кофейком в руках для бодрости, после душа, в новой футболочке от организаторов марафона, в такой симпатичной, единственное, что я подзакатала рукава, я думаю, что так симпатичнее. По ощущениям, конечно, такая усталость, поэтому, в общем-то, и кофеечек. Кстати говоря, вот же ж трофейчик, мой трофей. Очень симпатичная медаль, которая вручалась каждому участнику. Ультра Трейл Ангор 2023. Да, вот здесь вот написано, что это Temple Run и 16 километров. 2 километра еще не дописали. Так-то. Да, по итогу было 18 километров. Мой фитнес-браслет показал даже чуть больше. Что еще? По времени это у меня получилось 2,5 часа, где-то около того, чуть меньше, но я на время не бежала. Многое зависит от условий, потому что это жарко, это было не раннее утро, все-таки мы начали, и постепенно становилось все жарче и жарче, за 30 точно. Что еще? Плюс, конечно же, такие разухабистые камбоджийские тропы. К сожалению, микрофон у меня сел, я вовремя не заметила, но отнесусь к этому по-философски. И, ну, что уж тут поделать. В общем, бывают такие заминки в таких мероприятиях особенно. Сел микрофон, в общем, несколько видео остались без звука. Причем было очень интересное видео с водопадом, там журчание. Я же еще русскую поэзию зачитала под это журчание. В общем, русская поэзия в камбоджийском лесу под водопад, это, конечно, вот это вот экзотика, да. Ну, в следующий раз. Это просто нереальная атмосфера. Это аутентичность, это настоящесть, это как будто вот тебе местные жители просто приоткрывают завесу своей жизни и позволяют тебе туда войти и посмотреть, потому что это деревни, это детки, это семьей, они сидят, улыбаются, смотрят. Ну, как на шоу-программу, кстати говоря, что там с 4 часов утра люди бегут и бегут, и не останавливается этот поток. Такие дружелюбные, такие как-то вот тепло было, очень вот, очень по-особенному. То корова в поле стоит, и не одна, то петушиные бои, то еще что-то такое интересное, то эти тропки, лес. Я была в Ангор-Вате до этого, и не один раз, но такого я, конечно, не видела. То есть это вообще было особенное какое-то место. Это невозможно не останавливаться в некоторых местах просто, чтобы посмотреть, ну и заснять что-то, чтобы показать вам. Настолько все дружелюбные, улыбчивые, какие-то поддерживающие. Вот как раз-таки то интересное видео на финишной прямой. И как раз я подбегала к финишу, и как аплодировали, поддерживали, улыбались, кричали, готовы были фотографироваться, сниматься на видео. Это вообще просто. И настолько это вот энергетика, это вот само какое-то вот добро, да, оно витало в воздухе. И мне нравится, конечно, эта радость. И такие захлестнули меня эмоции и впечатления яркие. Вообще считаю, что прикольная штука, когда устраиваются такие, организовываются мероприятия, каждая страна имеет определенные там достопримечательности, особенные места, и вот есть люди, любители и профессионалы, у которых есть желание, возможности участвовать, и они ездят по разным странам, это как, например, в Париже, почему бы и нет, мимо Эйфелевой башни или через, под нее, я не знаю, как там устроено, все это я видела, видео так буквально мельком и читала об этом, что
А еще, кстати говоря, во Вьетнаме есть ночной марафон. Я думала, а почему бы, собственно говоря, и нет? То есть все движение останавливается, вот это вот темно, и вечер, и, понятное дело, ты будешь бежать мимо там, местных каких-то городских достопримечательностей в том числе. Но ведь вот эти вот фонарики, огни, вот это все, атмосфера, это тоже что-то особенное. Поэтому, что я хочу сказать? Приезжайте, пробуйте. Пробуйте, вообще в принципе пробуйте что-нибудь новое, интересное. Конечно, понятное дело, не идти в шахматный клуб, сыграть в шахматы, если вы не любите шахмат. То, что вызывает интерес, то, что вызывает трепет в душе или любопытство какое-то. Попробуйте. Наш мозг выбирает что-то привычное, что-то такое старое, да, уже знакомое, безопасное. Это естественно. Но вот все-таки стоит не полениться и вот попробовать то, что интересно. Хотя бы чуть-чуть, хотя бы маленький эксперимент. И это уже будет как-то вот как... Жизнь, возможно, даже заиграть яркими красками. Вот. Но ненадолго, конечно, человеческая натура такова. Ладно, философию я оставлю на потом. Ну и думаю, кстати говоря, по поводу разминки все. Если кто-то, кто посмотрел это видео из бегунов или из любителей, кто любит бегать, вот скажите мне, пожалуйста, напишите, пожалуйста, вы вообще любите делать разминку или считаете, что это нужно или нет? Не всегда хочется делать, можно просто встать, если надо, побежал. А так, разминаться что-то, это иногда лениво почему-то делать. Не знаю, почему у меня как-то так. Может, привычка не выработалась, поэтому. В общем, спасибо вам большое за просмотр и до новых встреч. Всем радости, хорошего настроения, новых эмоций, освежающих таких эмоций и приятной усталости. Или нет, лучше постоянно приятной энергичности. Быть в ресурсе или в чем-то потоке, в водовороте событий. В общем, до встречи. Пока-пока. Bonjour, moi je m'appelle Ingrid, je viens de l'île de la Réunion et aujourd'hui je viens vous dire que je vous aime beaucoup. О, Belle journée. Merci beaucoup. Вот так вот интернационально, весело.